Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательный рецепт. Сегодня очень вкусный рецепт, потому что простые ингредиенты, а результат будет шикарнейший. Я нарезаю кабачок, он у меня 400 грамм. И пока нарезаю, хочу вам посоветовать два шикарных рецепта из кабачков. Вы видите сейчас на экране. Ссылки на них я прикреплю в описании. Советую эти прекрасные рецепты. А пока кабачок я нарезал на колечки. Эти колечки формирую в башенки. Почему? Потому что сейчас мы будем делать первую из 3 стадий этого рецепта. Рецепт такой простой, друзья, но настолько вкусный, поэтому советую готовить двойную порцию. Я налил сливочного масла 3 столовые ложки, добавляю соль. Соль добавляйте по вкусу, как вы любите. Черный молотый перец я тоже добавляю по своему вкусу. Вы ориентируйтесь на свой вкус. Копченая паприка пол чайной ложки. И мой любимый котик Рыжик передает вам привет и желает хорошего дня. Сюда же в наш маринад отправляется 1 средний зубчик чеснока. Чеснок в этом рецепте абсолютно не чувствуется, так что советую добавлять для гармоничного вкуса. Это первая из 3 стадий, и я ее назвал маринад. Сейчас мы готовим маринад для наших кабачков, чтобы они замариновались, пока мы будем выполнять 2-ю и 3-ю стадию этого простого и быстрого рецепта. Я взял обычный полиэтиленовый пакет и кисточкой намазываю маринад с 2 сторон. Щедро, чтобы наши кабачки успели пропитаться, пока мы перейдем к следующей стадии. Вот так вот формируются колечки одно за одним. Друзья, повторюсь, рецепт очень вкусный. Вот то, что я здесь приготовил из одного кабачка, я съел практически моментально. Очень-очень быстро. Настолько было вкусно и гармоничный вкус. Я уже практически все намазал. И сейчас пакет будет заворачиваться, перемешиваться. И пока я это делаю, я очень хочу узнать, из какой страны, из какого города вы смотрите данный рецепт. Буду рад, если поделитесь в комментариях. Мне приятно читать ваши комментарии. А также буду рад вашему лайку или же дизлайку, в зависимости, как понравится рецепт. Кабачки отправились в сторонку мариноваться. И сейчас пришла очередь разогревать сковороду на среднем огне. Для этого я использую масло не подсолнечного. Я решил перейти с подсолнечного масла на рыжиковое. Рыжиковое, вот такая у него более золотистая структура, консистенция. Почему я перешел на рыжиковое масло? Потому что оно имеет порог задымления, начало дымления гораздо выше, чем подсолнечное масло. В 2 словах, это просто меньший канцероген по сравнению с подсолнечным маслом. В это время я нарезаю пучок зелени. Это у меня укропчик и лучок. Все это отправляется на кухонный шпатель и отправляется в сторонку.
Далее идут 2 куриных яйца, крупные яйца. Почему я сразу не вложил зелень, а буду укладывать ее в следующем этапе? Потому что первое я всегда кладу яйца, мало ли где скорлупа или еще что-то, или яйцо некачественное, чтобы всегда можно было, не портя другие продукты, заменить. Вот только сейчас, как вы видите, я добавляю зелень. Это вот такая хитрость поваров. Берите на вооружение. Хороший такой вот лайфхак. Эта смесь перемешивается. Это уже 2-я стадия у нас идет. И будет еще 3-я, завершающая стадия. Буквально, вот видите, прошло у нас буквально пару минут. А у нас уже практически все готово. Зубчик чеснока отправляем в нашу яичную смесь. Я бы назвал даже яично-витаминную смесь, потому что там много зеленушки. Все это перемешивается. Друзья, кто не любит чеснок, чеснок в этом рецепте абсолютно не чувствуется. Он гармонично вплетается в общий вкус, и крайне я советую его здесь использовать. Пришло время доставать замаринованные фрагменты кабачков, кружочки. Они имеют прекрасный цвет. Кто не подписан, советую подписаться и поставить колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Они выходят довольно часто, как минимум 2 видео в неделю выходит. И пока я насыпаю панировочные сухари в нашу яичную смесь, это еще один секрет, и размешиваю, вы можете обратить внимание, что за моей спиной на общем плане уже находится новая картина, которая уже на средней стадии изготовления, то есть уже полкартины написано. Я вам ее крупным планом пока не показываю, пока она не завершена. Масло на сковороде в это время уже растопилось, стало теплым. И сейчас у нас уже все готово для приготовления 2-й стадии. Я сперва брал цукини, кабачки по-нашему, руками. Руками я люблю готовить руками, потому что, знаете, когда с любовью делается, то свою любовь вы передаете продуктам. А потом эти продукты возвращают вам вашу любовь, только умноженная во 100 крат. Но потом я решил перейти на вилку. Вилкой мне стало удобней, потому что вот эта вот смесь, она липнет не только к кабачкам, но и к пальцам. Вот я взял вилку и еще помещу сюда 2 кружочка. Очень удобно работать вилкой. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что, друзья, экспериментируйте. Пробуйте и так, и так. Главное, я считаю, получать от самого процесса максимально удовольствие. Вот я беру следующий кабачок, окунаю в смесь, переворачиваю. Если смесь у вас получается сильно густая, просто добавьте воды, чуть-чуть размешайте, и смесь станет прекрасная. Мне понравился добавлять в яичный белок и желток панировочные сухари, они отдельно макать. Далее я натираю сыр. Это у нас уже 3-я завершающая стадия. И эту стадию я назвал намазка.
80 грамм российского сыра натирается на средней терке. Получается вот такая горочка, которая при помощи кулинарного шпателя отправляется в емкость. Удобно работать с шпателем, потому что за 2 движения ваша разделочная доска уже будет чистая. Как вы видите, в каждую стадию я добавляю по зубчику чеснока. Точно так же добавляю и к сыру зубчик чеснока. Далее у нас идет завершающий ингредиент. И это не зелень. Зелень это еще будет промежуточный, потому что в моем случае укропчик, я его кладу максимально в любые блюда, пока он свежий, с грядки. Очень полезная зеленушка. А вот сейчас завершающим компонентом будет майонез. Именно он объединит нашу намазку в единый вкус. Я взял 2 столовые ложки майонеза, и все это мы перемешаем. Добавлю немножко прованских трав. Это по желанию. Это, знаете, как специи добавляются всегда по вашему желанию. Так же, как и соль. Все это быстро перемешивается, и наша намазка уже готова. Осталось порезать помидорчик на кружочки, и наше блюдо уже будем пробовать. Вот такая консистенция намазки. Если вы заметили, все это время рядом со мной шкварчала сковородка. И вот на ней уже поджаривались до золотистой корочки наши половинки цукини. Почему половинки? Потому что мы будем делать бургер. Бургер из кабачка. Очень вкусное блюдо получается. Вот видите, буквально пару минут, а у нас уже целая сковородка готова. Что нам сейчас надо сделать? Это, как я уже сказал, нарезать помидорчик. На один кабачок достаточно одного среднего помидора. Помидор нарезается на тонкие колечки, и этого достаточно. Если вы используете 2 кабачка или 1 крупный кабачок, соответственно, помидоров берется в 2 раза больше. Теперь настала очередь доставать золотистые поджаристые кабачки. И это все делается на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее подсолнечное масло. В моем случае рыжиковое масло. И заодно, чтобы они остыли. То есть вы видите, я не стою, не жду ничего. У меня все готовится одновременно. Очень экономит время и уходит меньше сил. Меньше устаете, но при этом имеете очень вкусное блюдо, которым будут наслаждаться ваши любимые, близкие, возможно, даже и соседи, если вы им дадите этот шикарный рецепт. Пока отправляется следующая порция на сковороду, первая порция уже практически остыла, и сейчас нам только останется собрать воедино вкусные бургеры из кабачка. Как я уже сказал в начале рецепта,
Советую готовить сразу гораздо больше, потому что съедается моментально. Такая вкуснота. И вот процесс формирования бургера. Одной ложкой мне работать неудобно. Намазка прилипает к ложке, и, в общем, все это дело не так мне понравилось. Далее вы увидите, что я беру вторую чайную ложку, и 2 чайными ложками будет гораздо удобнее это делать. Вот я пробую лопаточкой. Лопаткой тоже неплохо, но не эстетично. То есть постоянно экспериментируйте, чтобы максимально больше испытывать удовольствие от процесса. Видите, 2 ложечками это делать гораздо удобней, и получаешь удовольствие. Буду рад вашим комментариям и лайкам, а также вы меня порадуете подпиской не только меня, но и моего Рыжика. Вот такие бургеры из кабачка у нас получились, и пришла очередь их наконец-то пробовать. Буду рад, если оцените этот рецепт от 1 до 10 в комментариях. Кушайте вкусно, будьте здоровы и до встречи в новом рецепте на канале Художник на кухне. Пока-пока.